20 февраля исполнится ровно месяц с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, и за этот короткий срок он уже успел вызвать первые тревожные сигналы экономического хаоса не только в рамках США, но и за их пределами. Тарифы Трампа, которые даже не успели заработать на полную мощность, всего за 4 недели подняли инфляцию до пугающих 3%, уровня которого мы не видели с июня прошлого года, что свело на нет все старания ФРС в борьбе с инфляцией. Прошлая неделя стала настоящим кошмаром для финансовых рынков. Отчет по ИПЦ оставил после себя кровавый след. Фондовый рынок США упал, а крипта погрузилась в пучину паники. Биткоин обновил недельный минимум, а альты потеряли двухзначные проценты своей стоимости, оставив инвесторов в шоке и отчаянии. Но, друзья, забудьте об этих тарифах. Это лишь верхушка айсберга, ведь на горизонте мы видим куда более масштабные и пугающие проблемы, которые могут перевернуть мировую экономику с ног на голову. Главная проблема, которую создает сам Трамп, заключается в его девизе «Сделаем Америку снова великой», ведь для этого он использует всевозможные способы. И помните, как Трамп критиковал демократов за то, что они подняли госдолг до 36 триллионов долларов? Так вот, Трамп намекнул, что США могут частично списать кредиты, которые они считают ненужными, и провести так называемый выборочный дефолт. Думаете, это невозможно? А вот Илон Маск, департамент которого занимается этими вопросами, считает иначе. И по мнению экономистов, такой шаг Трампа только подорвет доверие к США. Конечно, первое, с чем мы столкнемся из-за экономической политики Трампа, это инфляция, которая только уменьшает шансы на снижение ставок ФРС. Но и здесь Трамп также не остался в стороне, ведь он уже направил своих людей к Джерому Пауэллу, который лоббирует интересы Трампа в ФРС. И это может привести к тому, что в ближайшие месяцы ФРС все-таки снизит ставки в условиях высокой инфляции, как ранее заявлял сам Трамп. Да, и не спорю, это хорошо отразится на акциях и крипте, ведь ФРС запустит печатный станок и рынки получат ликвидность. Но вот только вопрос в том, как долго сможет работать такой шаткий механизм, который при прошлом сроке Трампа привел к росту инфляции до 40-летнего максимума. На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить сегодня в видео, ведь как вы можете заметить, текущая экономическая неопределенность напрямую влияет на крипту, ведь сейчас мы наблюдаем переломный момент для экономики США. Также сегодня мы поговорим о биткоине, который медленно, но уверенно пытается протестировать 90 тысяч. Я проведу для вас подробный теханализ, мы определим ключевые уровни поддержки и локальное дно. В общем, если вас интересует текущее состояние рынка и вы хотите знать, что нас будет ждать дальше, вам однозначно будет интересно, и поэтому стоит посмотреть данный ролик до конца. Но если видео понравится, ставьте лайк, ведь вы и так прекрасно знаете, как ваши лайки влияют на развитие канала. Дополнительно интересующие вас вопросы оставляйте в комментариях, ведь я стараюсь отвечать каждому. И заранее огромное вам спасибо за поддержку. А с вами Влад, мы начинаем. Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Coin22, и сегодня мы будем говорить об экономике США, которая сейчас буквально диктует правила игры на крипторынке. Но также мы поговорим о криптособытиях, которые дампят различные монеты, как, например, Solana. Кстати, если вы холдер Solana и не знаете, почему она падает, а также при чем здесь биржа FTX, загляните в наш телеграм-канал, где недавно вышел подробный пост на эту тему. Вообще в телеграм мы раньше всех разбираем причины роста и падения рынка, а также все актуальные новости и отчеты, как, например, данные по инфляции в США, с которых мы сейчас и начнем, так что подписывайтесь и не пропускайте важную информацию. Данные по инфляции в США за январь только усилили опасения инвесторов касательно политики Трампа, ведь ИПЦ превысил ожидания в 2,9%, и он составил целых 3%. Но угадайте, кого Трамп обвинил в росте инфляции? Ну, конечно же, Байдена и демократов. Несмотря на то, что отчет Бюро трудовой статистики не включает первые недели президентства Трампа, свежие данные указывают на то, что сдерживание роста цен может стать более трудной задачей, чем предполагал Трамп. Высокая инфляция равно высокие ставки ФРС. То есть, если ИПЦ продолжит расти, то шансы на то, что мы увидим снижение ставок в 2025 году, стремятся к нулю. Это приводит к падению фондового рынка и крипты, в то время как доходность облигаций, наоборот, растет. Следовательно, инвестиции в рискованные активы снижаются, и инвесторы выбирают что-то понадежней, как те же облигации. Но помните, Трамп призвал ФРС снизить ставки, и даже после публикации ИПЦ он написал, что процентные ставки должны быть снижены, что будет идти рука об руку с предстоящими тарифами. Так вот, поскольку ФРС это независимый орган, Трамп начинает лоббировать свои интересы через своих людей. На днях появилась информация, что Кевин Хассет, возглавляющий Национальный экономический совет, это консультативный орган Белого дома при администрации Трампа, теперь он регулярно встречается с председателем ФРС Джеромом Пауэллом. В интервью его спросили, могут ли эти встречи повлиять на изменение процентных ставок. Советник Белого дома ответил, Джером Пауэлл независимая личность, независимость ФРС уважается, однако мнение президента также
важно, ведь он глава штатов. То есть понимаете эти прямые намеки? Так называемый засланный казачок Трампа ставит его выше, чем ФРС, и явно дает рекомендации Паулу по процентным ставкам. Хассет также отметил, что долгосрочные ставки уже снизились с момента прихода администрации Трампа, указав на падение ставок по десятилетним казначейским облигациям на 40 базисных пунктов. Хотя, чтобы это подтвердить, нужно получить данные по ИПЦ хотя бы еще за пару месяцев. Но как вы думаете, глядя на последние данные по ИПЦ, Трамп остановился? Ну конечно же нет, друзья. Он наоборот распорядился о введении новых пошлин, несмотря на рост инфляции. Да, сейчас наблюдается небольшая пауза в этих тарифах до 1 марта, но по информации министра торговли США, новые пошлины от Трампа запустятся с 1 апреля в сторону ЕС и многих других стран, что по последним данным вызовет рост инфляции от 0,5 до 1,5% в этом году. Также Трампа мучает растущий госдолг, которым сейчас занимается его верный и послушный Илон Маск. Стремление Маска захватить контроль над финансовой системой Америки может серьезно подорвать доверие к институтам США и, как следствие, подставить под угрозу глобальную финансовую стабильность. На прошлой неделе, во время пресс-конференции Трампа по пути на Суперкубок, основное внимание привлекли новости о возможных новых пошлинах на сталь. Однако гораздо меньше шума вызвало его мимолетное замечание о финансовых обязательствах США, которое подчеркнуло, что тарифы далеко не единственный способ, которым Трамп угрожает экономической стабильности. Он сказал: «Мы даже рассматриваем казначейские обязательства. Возможно, существует проблема. Может быть, многие из этих вещей не учтены. Другими словами, некоторые из наших кредитов могут быть мошенничеством, поэтому, возможно, наш долг меньше, чем мы думали». Это высказывание вызвало предположение, что передача данных министра финансов команде Илона Маска выявила потенциальную возможность сэкономить деньги, ведь почему бы не отказаться от части долговых обязательств США и провести выборочный дефолт, как его называют экономисты. Конечно же, за такие комментарии пришлось сразу отвечать тому же Кевину Хассету и говорить, что Трамп имел в виду другие кредиты США. Однако представьте, что если администрация США может в одностороннем порядке объявить дефолт даже по части своих долгов. Последствия будут катастрофическими. Учитывая статус доллара как мировой резервной валюты, доходность казначейских облигаций США является, пожалуй, ключевым ориентиром для мировых финансовых рынков. И, соответственно, любой намек на отказ платить по долгам может вызвать хаос и подорвать доверие к американской экономике в глобальном масштабе. А зная Трампа и манию величия Илона Маска, они реально могут угрожать своим врагам такими действиями. И если на этом фоне фондовые индексы США еще более-менее стараются консолидироваться на максимальных уровнях, то вот крипта, откровенно говоря, страдает. Ведь каждое падение биткоина на 1% дампит альты на 5 и более процентов, что заставляет многих инвесторов покидать рынок. Но, друзья, старые зрители канала знают, что лично я не первый год в крипте и пережил не одну коррекцию. И с полной уверенностью могу сказать, что на падении также можно зарабатывать. Главное правильно шортить рынок. А если с этим у вас возникают трудности, добро пожаловать в нашу подписку Coin22 Pro, где все участники уже заработали от 80% на падении той же Solana, от 80% на Aptos, от 70% на токене Link, от 75% на монете Sui и еще на многих других монетах, которые продолжают падать, потому что наши профессиональные аналитики заранее публикуют лучшие точки входа. Если вы также желаете оставаться в плюсе на коррекции и при этом получать качественное обучение, постоянную поддержку и готовый спотовый портфель для заработка в долгосроке, просто напишите нам по ссылке в описании. В целом, если провести промежуточный итог влияния Трампа на экономику США, то мы видим явное замедление роста, которое по прогнозам аналитиков будет только расти, за счет чего инвесторы пока что не готовы рисковать и продолжают скупать золото, которое пробивает новые максимумы. Но давайте будем откровенны, фондовый рынок США действительно держится на максимальных уровнях и не фиксирует такую коррекцию, как крипта, даже в текущих напряженных условиях. Что же это значит для биткоина и сможет ли он развернуться, как только эта вся экономическая напряженность утихнет? Давайте разберем актуальную метрику и постараемся ответить на данный вопрос. По факту, именно эта неделя имеет важное значение для будущего движения биткоина. С момента своего пика во время инаугурации Трампа биткоин движется в ценовом диапазоне от 90 до 105 тысяч, не сумев зафиксировать хорошую поддержку выше 100 тысяч долларов. Некоторые трейдеры считают, что следующим движением может стать краткосрочное сжатие, заставляющее короткие позиции выкупаться обратно и стимулировать рост рынка. Один популярный аналитик из Твиттера выделяет два ключевых уровня для биткоина,
биткоина, а именно $93 300 в случае коррекции и $99 200 в случае бычьей ликвидации. Тем временем другой аналитик рассматривает уровень 102,5 и 105 тысяч в качестве краткосрочного пика, но он предупреждает, что падение до уровня 80 тысяч остается возможным перед бычьим восстановлением. Также эта неделя важная по той причине, что буквально сегодня поздно вечером нас ждут протоколы ФОМС, где мы узнаем, что происходило на прошлой встрече ФРС и какие прогнозы дают политики по поводу будущих процентных ставок. Кстати, эти актуальные данные мы оперативно опубликуем в нашем телеграм-канале, поэтому вы их можете получить именно там с актуальными прогнозами рынка. Согласно последним данным, шансы на снижение ставки на 0,25% составляют всего 2,5%, поэтому более жесткая денежно-кредитная политика может снизить интерес к рискованным активам, включая биткоин. Дополнительно сейчас наблюдается медвежий сигнал по валютным потокам. Потоки биткоинов между спотовыми платформами и деривативами демонстрируют тревожные изменения тренда. Индикатор IFP вошел в медвежью зону, сигнализируя о снижении подверженности инвесторов к риску. Исторический рост IFP предшествовал пикам рынка, чего в этом году еще не было. И по мнению аналитиков, эта ситуация может означать начало промежуточной медвежьей фазы. Вот только другие индикаторы остаются положительными. Ведь несмотря на отсутствие выраженного бычьего тренда, данные блокчейна показывают на устойчивый спрос. Сейчас наблюдается соотношение входящих и исходящих потоков на бирже. При этом 30-дневная скользящая средняя находится в зоне высокого накопления. Такой тренд предполагает, что инвесторы продолжают накапливать биткоин ниже 100 тысяч, что может поддержать восстановление его цены в краткосрочной перспективе. Тем временем индикатор чистой, нереализованной прибыли и убытка для долгосрочных холдеров показывает, что рынок вступает в фазу высокой прибыли. Показатель NUPL выше 0,75 традиционно указывает на эйфорию, предшествующую пикам рынка. Но ранее вам говорил, что пик бычьего рынка для текущего цикла явно находится выше 120 и 150 тысяч. Но из негативных факторов мы еще получаем отток из ETF. Согласно недавнему отчету, криптофонды понесли убытки в размере 415 миллионов долларов за последнюю торговую неделю, причем биткоин лидировал в оттоке капитала. И это то, о чем я вам говорил ранее. Сейчас большие инвесторы не готовы рисковать и просто ждут. Биткоин был основным активом, отток которого зафиксировал 430 миллионов долларов. По словам аналитика CoinShares, такой отток капитала по большей степени связан с экономическими проблемами. Ведь недавно Паул снова заявил, что ставки понижать пока не собираются, а показатель ИПЦ пробил 3%. Сложив 2 плюс 2, мы понимаем, что это оказывает негативное локальное влияние на крипту. Аналогичным образом, как только цены немного ослабевают и формируется медвежий тренд, биткоин начинает перетекать с фьючерсных рынков на спотовые биржи, поскольку инвесторы готовятся к падению. 16 февраля индикатор впервые с третьего квартала прошлого года стал отрицательным, что указывает на возможную смену медвежьего тренда. Аналитик Аксель Адлер отметил, что общий объем ликвидированных лонгов по биткоину достиг двухлетнего максимума. Аналитик сказал, что в последний раз доминирование лонгов достигало 25% в январе 2022 года, что стало началом медвежьего рынка. Но при этом биткоин достиг пика всего за пару месяцев до этого, в ноябре 2021 года. Тем не менее, аналитик добавил, что ситуация для холдеров еще не полностью вышла из-под контроля, ведь он сказал, в настоящий момент рынок адекватно реагирует на давление, что по сути сигнализирует о сильном спросе во время коррекции. Покупатели активно покупают на откате, ограничивая глубину падения биткоина. Вообще в последние несколько дней неопределенность на рынке только росла. Тем временем фирма Material Indicators предупредила о появлении крестов смерти на дневном графике. Это происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает нижнюю долгосрочную скользящую среднюю, и это выступает сигналом на снижение. В отчете было написано: мы наблюдаем кресты смерти на дневном графике биткоина, но мы также видим рост ликвидности в торговом стакане, что может ограничить нисходящую волатильность. Если посмотреть биржевой стакан Binance, то уровни 95 и 92 тысячи обозначены как основные точки накопления ликвидности. Такая концентрация заявок на покупку может временно замедлить падение, но рынок все еще ждет четкого сигнала, чтобы подтвердить или аннулировать эту поддержку. Несмотря на эту напряженность, некоторые аналитики более позитивно смотрят на эту ситуацию. Например, криптоаналитик Кит Аллен преуменьшает эту потенциальную коррекцию и объясняет, что это может быть просто встряска рынка или временное движение ликвидации. И он написал: «Я не боюсь этого спада, напротив, я приветствую его и планирую укрепить свои долгосрочные позиции». Также компания QCP Capital поделилась своим прогнозом, и она наблюдает заметное падение объемов и снижение волатильности, реализованное на уровне 36%. Речь идет об опционах. Для них рынок опционов находится в позиции ожидания, и активные движения рынка будут наблюдаться только тогда, когда мы получим более важные экономические новости, и текущий рынок опционов не реагирует на мелкие сигналы, а это означает то, что инвесторы пока еще не готовы массово продавать, а наоборот они ожидают разворот. Тем не менее, я все еще
продолжаю внимательно следить за вот этой восходящей линией тренда, которая сохраняет восходящий тренд для биткоина. И если вы спрашиваете, что станет сигналом смены тренда, то я отвечу: пробой этой линии. Если биткоин перевернет данный уровень сопротивления, то это также усилит дальнейший тест 200-дневной EMI. Но аналогичные фазы, которые даже длились столько же времени, мы наблюдали и ранее, на основе чего можно сделать вывод, что как только интерес инвесторов упадет до минимальных уровней и рынок покинут слабые руки, любые положительные новости могут вызвать резкий скачок. Ведь, как вы можете заметить, рынок всегда корректируется долго и медленно, проверяя инвесторов на прочность. А вот рост всегда происходит быстро, в рамках нескольких дней. Так что если вы действительно желаете не пропустить восстановление рынка, его необходимо ждать. К сожалению, рынок не подстраивается под инвесторов, и мы никогда не получим четких сигналов, где конкретно начнется разворот рынка. Именно поэтому, если вы долгосрочный холдер, то продавать, конечно же, не стоит. В любом случае, в ближайшее время будет еще много важных новостей, а вот чтобы их не пропускать, жду вас в нашем телеграм-канале. Также ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите комментарии. А с вами мы увидимся уже в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!